Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим суфле из говяжьей печени. Всем любителям печени оно обязательно понравится. Нежное, ароматное и очень вкусное. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Одну морковь нарезаем произвольными крупными кусочками. 2 луковицы тоже режем на кусочки. Берем полкилограмма говяжьей печени, моем ее и снимаем пленочку. Печень разрезаем на более мелкие кусочки. Подготовленные печень, морковь и лук перекручиваем на мясорубке. Для приготовления этого суфле также можно использовать любую другую печень, например, куриную или свиную. Отдельно в мисочку разбиваем 2 яйца. Немного взбиваем их вилкой. Взбитые яйца выливаем в миску с перекрученной печенью и овощами. Сюда же наливаем 100 мл сливок жирностью 10%. Сливки можно заменить молоком. Насыпаем примерно 3 столовые ложки соли и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В эту массу насыпаем 60 грамм муки, это примерно 5 столовых ложек с небольшой горкой. Снова все перемешиваем до однородности. Еще больше разных рецептов из печени смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 25 на 11 см. Всю печеночную массу переливаем в подготовленную форму. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 40-45 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Она должна выйти чистая и сухая. Готовому печеночному суфле даем остыть. Суфле уже остыло. При остывании оно само достаточно легко отходит от стенок формы, но на всякий случай желательно пройтись аккуратно по краям ножом. Готовое суфле переворачиваем на доску. Нарезаем порционными кусками. Печеночное суфле получилось очень нежным и вкусным. Готовится просто и достаточно быстро. Главное дождаться, пока все испечется. Такое суфле можно использовать вместо колбасы, положив его на хлеб или даже намазать как паштет. Если вам понравился рецепт такого печеночного суфле, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.